Здравствуйте, дорогие друзья! Вы опять на канале Текстиль Эксперт. Мы продолжаем тему химических волокон. И сегодня мы поговорим про наиболее распространенные из химических волокон, про полиэфирное волокно. И я не зря назвал этот сегодняшний клип «Полиэфирное волокно в семье химических волокон, как лев среди зверей», потому что действительно это самое распространенное из всех химических волокон, больше всех. Его выпускается, обратите внимание, полиэфирное волокно среди всех химических занимает 72%, почти 3/4 всех химических волокон это полиэфирные. Если же мы возьмем волокна, которые используются для пряжи, эти волокна занимают около 28%. И часто, глядя на бирки в изделиях, рубашки, куртки, брюки, все что угодно, вы видите, что больше всего там будет надпись, вы заметите надпись полиэфирное волокно. Почему же так происходит? Вот сегодня с этим мы и должны с вами разобраться. Итак, полиэфирное волокно относится к синтетическим волокнам, получает его из продуктов нефтепереработки. Главным сырьем для получения этих волокон является терефталиевая кислота и второй элемент этиленгликоль. Это оба продукта нефтепереработки, которые получаются на химических комбинатах из продуктов переработки нефти. Существуют самые разные названия полиэфирного волокна. Я привел вам основные, которые встречаются у нас. Полиэфирное, лавсан, полиэстерное и различные его аббревиатуры. Кстати, вот интересный вопрос, кто знает, или вот такое вам задание, откуда взялось слово лавсан и как оно расшифровывается или откуда оно появилось. Это вопрос для знатоков. Полиэфирные волокна выпускаются в виде комплексных нитей, мононитей, в виде жгутов, из которых делают штапельное волокно, в виде ковровых нитей и в виде нетканых материалов. Вот такой вот огромный ассортимент. Почему же полиэфирное волокно чаще всего применяется и в техническом текстиле, и в одежном текстиле? Давайте разбираться. Итак, полиэфирное волокно выпускается в виде комплексных нитей и штапельного волокна. Если мы говорим про стопроцентный полиэфир, изделие стопроцентного полиэфира, это либо технические ткани, либо это ткани и трикотаж, сделанные из комплексных нитей. Но если мы говорим про одежду, то это будут не обычные полиэфирные комплексные нити, а это будут комплексные нити из микроволокна, которые обеспечивают высокую комфортность. Потому что если сделать одежду из обычных комплексных нитей, она будет крайне некомфортной, носить вы ее не сможете. Но если мы делаем из микроволокна, мы сразу получаем изделие высокой комфортности. Почему так? Ну, про это можете посмотреть передачу на канале про микроволокно. Кроме того, штапельное волокно. Из штапельного волокна делают пряжу. Из стопроцентного полиэфира пряжу практически не делают. Это не имеет смысла. Только в том случае, если опять же мы говорим про микроволокно, которое используется для производства одежды. Чаще всего полиэфирное волокно смешивают с хлопком, с вискозой, с модальным волокном, с шерстью, с шелком, с эластановыми волокнами или какими-то другими. То есть используют его в смесовках. Получают смесовые ткани или различные виды трикотажных изделий. Давайте рассмотрим подробно и отдельно каждое из свойств полиэфирного волокна, которое вызвало его такое широкое применение в текстиле. И начнем мы с его плотности. Плотность полиэфирного волокна 1,38 грамм на сантиметр кубический. Меньше, чем плотность хлопка. Казалось бы, а при чем тут плотность? Но вы должны понимать, что чем меньше плотность волокна, тем меньше будет вес изделий, их масса. Значит, изделие получается более легкое. Мы получаем, например, нижнее белье, которое легче, чем полученное из других видов волокон. Раз оно легче, на него ушло меньше сырья, потратили меньше средств. Итак, мы нашли первое преимущество полиэфирных волокон. Мы уменьшаем массу изделия. Или из чистого полиэфира, или в смеси с другими волокнами. Двигаемся дальше. Второе свойство – это очень низкая гигроскопичность волокна. Гигроскопичность – это способность волокна
или текстильных изделий впитывать влагу. У полиэфира она очень маленькая, посмотрите, всего 0,4-0,6%. Можно ли считать это плюсом или минусом? А это зависит от того, где мы используем полиэфирное волокно. Если мы говорим про одежду, то это будет минус. Если же мы говорим про технические ткани, это будет плюс. Зонты, палатки, тенты, нам абсолютно не нужно, чтобы они впитывали влагу. А если мы говорим про одежду, то да, желательно, чтобы влага отходила от тела. Поэтому это зависит от применения. В данном случае я написал эту низкую гигроскопичность в плюсы. Значит, изделия, соответственно, быстро сохнут, их легко стирать, потому что не задерживаются загрязнения. Ну а для текстиля, для одежного текстиля, низкая гигроскопичность опять же будет решаться в случае, если мы применяем микроволокно или какие-то профилированные волокна. Двигаемся дальше. Следующим положительным свойством полиэфирного волокна является его высокая термостойкость. Посмотрите, температура плавления этого волокна 250 градусов. Оно может долго эксплуатироваться при очень высоких температурах. Например, если мы будем выдерживать полиэфирное волокно в течение 1000 часов при температуре 150 градусов, оно потеряет всего лишь 50% прочности, а 50% останется. Мало какие волокна могут похвастаться такой высокой термостойкостью. Этим объясняется применение полиэфирного волокна в качестве кордной ткани, а вы знаете, что кордная ткань используется в шинах автомобиля и выдерживает высокие температуры при эксплуатации, потому что колесо, шина, покрышка разогревается при эксплуатации за счет трения до очень высокой температуры. Итак, положительное свойство – высокая термостойкость. Двигаемся дальше. Высокая разрывная нагрузка. Разрывная нагрузка полиэфирного волокна от 30 до 60 сантиньютонов на текс. Это очень высокая разрывная нагрузка. Она объясняет высокую прочность изделий из полиэфира, как для одежды, так и для технических тканей. Но больше всего нас, конечно, это будет интересовать в плане технических тканей. Да? Нам важно обеспечить прочность. Для одежды нам важно обеспечить долговечность. Это связано с высокой разрывной нагрузкой и высоким разрывным удлинением. Например, ремни безопасности в автомобиле сделаны из полиэфирной комплексной нити. Они прочные и они не растягиваются при резком торможении или при резком каком-то ударном воздействии. Итак, высокая прочность также обеспечивает долговечность шва. Полиэфирные швейные нитки применяются повсеместно для соединения деталей изделия в тканях или изделиях из трикотажа. Соответственно, шов будет тоже долговечный и прочный. Двигаемся дальше. Еще одним положительным свойством полиэфирного волокна является отсутствие потери прочности в мокром состоянии. Волокно не гигроскопичное, а значит оно не впитывает влагу. Не впитывает влагу, оно не будет терять прочность в мокром состоянии. Сухое, мокрое, прочность остается прежней. Этим объясняется применение полиэфирного волокна для изготовления сетей и снастей, которые большинство времени проводят в воде. Прочность их из-за этого не теряется. Двигаемся дальше. Еще один момент про разрывную нагрузку. Есть такое заблуждение, что полиэфирное волокно добавляют в смесь с натуральными, например, с хлопком или с шерстью, для того, чтобы увеличить разрывную нагрузку, прочность пряжи, прочность изделия. Оказывается, нет. Оказывается, что при смешивании полиэфирного волокна, например, с хлопком, разрывная нагрузка, наоборот, уменьшается. Как это ни странно. Почему же так происходит? Давайте посмотрим на этот график. Посмотрите, вот на этом графике у нас есть процентное содержание хлопка и полиэфира. И вот смотрите, если полиэфирного волокна 20%, разрывная нагрузка меньше у пряжи. 40% тоже меньше. И только при добавлении где-то от 40% и больше разрывная нагрузка начинает расти. С чем же это связано? Почему так? Дело в том, что у волокон хлопка и полиэфира разное разрывное удлинение. У хлопка разрывное удлинение около 8%, а полиэфирного, посмотрите, от 15 до 40%.
Таким образом, когда ткань или пряжа разрывается, хлопок разрывается первым, у него 8% только он удлиняется. А полиэфир продолжает тянуться дальше. Но изделие, пряжа, ткань уже разрушены, то есть разрыв произошел. Поэтому для текстиля одежного это не является таким вот достоинством о повышении разрывной нагрузки. Только если у нас очень большая доля полиэфирного волокна. Двигаемся дальше. Следующим положительным свойством и характеристикой полиэфирного волокна является хороший внешний вид изделий. Почему? Это химическое волокно. У химического волокна отсутствуют различные пороки. Нету непсов, утолщений, каких-то вкраплений, сорных примесей. Ничего нету. У пряжи идеально ровная поверхность, у ткани идеально ровная поверхность. Поэтому, когда мы добавляем к натуральному волокну полиэфир, мы получаем более красивый внешний вид и ровную поверхность. Это касается рубашек, блузок. При получении костюмных тканей смешиваем с шерстью, улучшаем внешний вид шерстяной пряжи, получаем полушерстяную. Смешиваем с вискозой, получаем тоже идеальный внешний вид, красивый, без всех недостатков, которые привержен хлопок, опять же, нефть и утолщение. Итак, добавлением полиэфирного волокна мы улучшаем внешний вид изделия, ткани или трикотажа. Также к положительным характеристикам полиэфирного волокна мы отнесем низкую усадку этого волокна. Она составляет всего лишь от 2 до 8%. Что такое усадка? Все знают, после стирки изделия могут менять свою длину, причем иногда очень значительно. Они усаживаются. Это присуще и хлопку, это присуще и шерсти, и льняным тканям. У полиэфирного волокна усадка очень маленькая, поэтому, смешивая полиэфирное волокно с натуральными, мы уменьшаем и усадку готовых изделий. Кроме того, полиэфирное волокно обладает таким уникальным свойством, как высокий начальный модуль упругости. Может быть, это непонятно, давайте тогда на более простыми понятиями расскажу. Этот начальный модуль упругости определяет высокую формоустойчивость. Изделие сохраняет форму. Чтобы вы понимали, один раз вы погладили брюки полиэфирные, выставили стрелки, и эти стрелки у вас сохранятся на долгие годы. Или, например, у вас есть складки на юбке, вы постирали юбку, складки остались. Или костюм, или пальто с добавлением полиэфирного волокна не будет смотреться как мешок после стирки, или если вы попали под дождь, или если вы долго ходите, где-то спали, валялись и так далее, оно вот будет сохранять красивый внешний вид. Это очень важно, особенно для изделий верхнего трикотажа, для тканей, костюмов, сорочек, курток и так далее. Высокая формоустойчивость. Кроме того, высокий начальный модуль упругости определяет несминаемость изделий, несминаемость тканей и трикотажа. Полиэфир является самым несминаемым волокном. Девушки, женщины, хозяйки знают, что постирав изделие из полиэфира, вы его встряхнули, оно уже почти сухое, и его не нужно гладить. Волокно несминаемое. А это значит, что добавляя полиэфир в смеси с хлопком, в смеси с шерстью, в смеси со льном, изделия ткани у вас будут меньше мяться, они будут сохранять свой красивый внешний вид. Итак, одна из важнейших характеристик полиэфира для одежды – это его несминаемость. Кроме того, у полиэфира высокая стойкость к стиранию. По стойкости к стиранию его борет только полиамидное волокно, у которого она еще выше. Но и у полиэфирного достаточно высокая, соответственно, в одежде что у нас? Меньше будет вытираться воротничок, меньше будут вытираться манжеты, рукава. При смешивании с шерстью, при смешивании с хлопком, опять же, для различных видов текстильных материалов. Высокая стойкость к стиранию. Кроме того, полиэфирное волокно обладает высокой эластичностью. Например, если мы растягиваем изделие на 5-6%, эта деформация практически полностью удаляется.
она исчезает, эти деформации являются обратимыми до 5-6%. Это тоже очень важно при эксплуатации изделия, когда оно вытягивается при эксплуатации, а затем возвращается в свое обычное состояние. Еще одним достоинством полиэфирного волокна является высокая светостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям. Например, светостойкость зачем нам важна? Шторы на окнах из полиэфирного волокна сохраняют свое качество. Ну, во-первых, стекло задерживает большинство ультрафиолетового излучения, но и действие света не разрушает структуру, не изменяет цвет, и при воздействии солнца у нас изделие сохраняет свои эксплуатационные свойства. Атмосферные воздействия, если у нас какое-то изделие долго эксплуатируется на улице, например, палатка или какой-то тент, тоже практически на его свойства это не влияет, потому что мы сказали, гигроскопичность маленькая, вода, в общем-то, не оказывает влияния, и свет тоже. Поэтому изделия могут долго и без ущерба эксплуатироваться на открытом воздухе. Еще положительные свойства полиэфира. Он устойчив к действию различных химикатов. Это важно при стирке. Вам не нужно выбирать щадящие режимы при стирке полиэфирных изделий. Устойчив к действию бактерий и микроорганизмов. Это важно, например, для постельного белья или нижнего белья. Эти изделия не линяют, долго сохраняют свой цвет и хорошо окрашиваются специальными красителями в яркие цвета. Ну вот сейчас появилось такое дурацкое название, я вам про него рассказывал, полисатин, неправильный абсолютно. Это сатиновая ткань, сатинового переплетения из смеси хлопка с полиэфиром. В том числе активно этот бренд продвигают, не бренд, даже название продвигают для получения постельного белья. Ну вот такое постельное белье, видите, какие тут яркие цвета, у нас розы, города, леопарды, пожалуйста. Кому-то такое нравится? Мне нет. Но кому-то нравится, и вот такое постельное белье получают с добавлением полиэфира. Я все-таки считаю, что лучшее постельное белье из натуральных волокон, из хлопка или из льна. Кроме того, полиэфирное волокно, как правило, ниже по цене, чем хлопковое, но уже не говоря про шерстяное. А дело в том, что цены на полиэфирное волокно колеблются в зависимости от цен на нефть. То же самое, как цены на хлопок колеблются в зависимости от урожая. Но в среднем цены на полиэфир меньше, чем цены на натуральные волокна. А значит, добавляя полиэфирное волокно в смесь или получая в чистом виде, мы уменьшаем стоимость изделий. Видите, сколько достоинств у одного полиэфирного волокна. Но никогда не бывает бочка, состоящая только из одного меда, должно быть, значит, какие-то минусы. Про что-то вы нам, Сергей, не рассказываете. Поэтому давайте поговорим, что же за минусы есть. Главным минусом полиэфирного волокна является его высокая электризуемость. Все синтетические волокна сильно электризуются. У них низкая гигроскопичность. Чем меньше гигроскопичность, тем больше волокна электризуются. Значит, изделие накапливает статический заряд. От него избавиться можно? Можно. Есть специальные антистатические обработки одежды, все про нее знают. Этим вы снижаете электризуемость. Кроме того, у полиэфирных волокон низкая гигроскопичность, мы про это говорили, а значит, одежда не впитывает влагу. Вы чувствуете себя некомфортно, если это обычный полиэфир. Но я вам сказал, что для одежды используется не обычный полиэфир, а это очень тонкие волокна, это профилированные волокна, это микроволокна. А тем более, когда мы смешиваем их с натуральными, с хлопком или с шерстью, то изделия уже приобретают необходимую гигроскопичность. Но все равно не такую высокую, как у волокон натуральных. Низкая воздухопроницаемость. Если мы говорим про обычное полиэфирное волокно, то воздухопроницаемость действительно меньше. Значит, плохо осуществляется теплообмен между телом человека и окружающей средой. В такой одежде из чистого полиэфира вам не будет комфортно летом. Летом выбирайте натуральные материалы. Но опять же, если это не микроволокно. Микроволокно по своей воздухопроницаемости, по тактильным ощущениям, оно практически сравняется с натуральными волокнами, и вы уже с трудом его отличите. Но классика у полиэфира воздухопроницаемость низкая. На что часто жалуются еще люди при использовании различных
изделий из полиэфирного волокна или смесей. Высокая пилингуемость. Что такое пилингуемость? Это образование катышков на поверхности ткани. Образование катышков на поверхности трикотажа. Про пилингуемость можно говорить долго, и даже можно сделать отдельную передачу про пилингуемость. Вообще, что это такое? Это свободные волокна, которые плохо закреплены в пряже, и они выходят на поверхность и образуют катышки. Но почему другие волокна не образуют катышки? Почему именно полиэфирные? Дело в том, что полиэфирное волокно, мы говорили, что оно прочное. Если мы говорим про шерсть, то шерсть, образуя катышки, эти катышки тоже образуются от свободных волокон, но они легко смахиваются и слетают, потому что шерстяное волокно не такое прочное. А полиэфирное волокно прочное. И вот этот катышек или пилинг, который образовался на трикотаже, на поверхности одежды, он одним кончиком закреплен еще в волокне. Не в волокне, в изделии. А волокно прочное, а значит, этот катышек так просто не оторвется. Он оторвется со временем или нет. Вот, поэтому полиэфирное волокно наиболее подвержено пилингу. Будь то его в чистом виде полиэфир или его смеси с вискозой, с хлопком, с шерстью. Всегда, если вы видите на изделии большое количество пилинга, то, скорее всего, там высокий процент полиэфирного волокна. Это тоже нужно знать при выборе одежды. Но обязательно мы поговорим на тему пилинга как-нибудь поподробнее. Еще одной отрицательной характеристикой полиэфирного волокна является жесткость ткани. Для того, чтобы снизить, полиэфирные волокна смешивают с хлопком, смешивают с вискозой, смешивают с шерстью, для того, чтобы изделие получилось более мягкое, более комфортное. Чистый полиэфир достаточно жесткий. Итак, мы рассмотрели различные свойства полиэфира. Вот в этой таблице у меня отмечены его высокие свойства, низкие и средние. Посмотрите, высоких намного больше. Разрывная нагрузка в сухом и в мокром состоянии, формоустойчивость, несминаемость, стойкость к усадке, к стирке, к гниению. Вот это вот его положительные характеристики. А низких не так много. Это низкая устойчивость к пилингу, низкая гигроскопичность. А здесь, на этом графике, это уже для профессионалов, я привел свойства смесей различных полиэфирного волокна с вискозой и как они зависят от различного процентного соотношения в смеси полиэфира и вискозы. Ну, например, внешний вид изделия или его мягкость при любом процентном соотношении полиэфира и вискозы, при 100%. Ну а, например, стойкость к усадке мы видим, что наилучшая при 25% полиэфира и 75% вискозы. Но это уже такая специфическая очень информация. На чем мы закончим? Наиболее распространенные смеси, которые применяются в текстиле, давайте чуть-чуть остановимся. Смеси с хлопком, посмотрите. 85 полиэфир, 15 хлопок. Содержание полиэфира 65%, 67%, 50%, 45%. Самые распространенные смеси. Смеси с модальным волокном 65 на 35, 65 полиэфира. Полиэфир с вискозой 67 на 33. И смесь акрилового волокна с хлопком тоже 50 на 50, 70 на 30. То есть, как правило, видите, здесь химического волокна где-то от 50% и выше. Надеюсь, теперь вы знаете, для чего применяется полиэфирное волокно в смесях и в чистом виде. Спасибо вам за внимание. До новых встреч, друзья!